добрый день, дорогие рыбки! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на август 2024 года. Да, дорогие, если вы смотрели большое видео «Лето надежд», это трехмесячный гороскоп на лето, июнь, июль, август 2024 года. Тогда вы примерно понимаете, о чем я сейчас буду говорить, о каких событиях, мероприятиях, движениях планет на небе. Если же нет, в конце ролика обязательно прикреплю это видео, посмотрите, для того, чтобы сравнить, как у вас прошло это лето, сколько вы сделали, сколько вы внедрились. На самом деле, на момент выхода этого видео у нас еще остается середина лета, и можно много чего успеть сделать, изменить, пододвинуть свои личные события, изменить даже самый неблагоприятный прогноз, потому что я всегда, ребята, говорю, и я вижу это на практике тех людей, кто двигается, кто старается, кто постоянно берет нагрузки выше. Я всегда вижу изменения, и это те события, которые случаются, когда раньше они вообще не получались, или получались не так, как надо, или даже не было мысли о том, что такое с человеком может произойти, да, потому что в среднем у нас в жизни, у среднестатистического обычного человека одно-два события за год. У человека, который постоянно куда-то стремится, растет, двигается, занимается, то есть своей реализацией по жизни, и у него активная жизненная позиция, тогда да, ребят, тогда событий в жизни гораздо больше, человек успевает гораздо больше, и негативные события, которые должны случиться, да, они не случаются, либо случаются не по такой касательной, не с такими сложными выходами. Итак, ребят, поехали. У нас на 1 августа на небе точная квадратура Венера-Уран. Венера отвечает у нас за красоту, за отношения, за финансы, за то, как мы выглядим, наш внешний вид. Уран отвечает за свободу, за движение, хаотичное движение, гениальные знания, новые знания, продвижение, за то, что нам захотелось сделать что-то новое и экстраординарное. Поэтому здесь, конечно же, да, кому-то захочется изменить имидж, внешний вид, отношения, финансы и работу, собственно. Поэтому да. И так как Уран — это планета, которая любит все делать быстро, резко и неоднозначно, где-то хайпануть, где-то внедрить нечто новое, тогда да, ребят, запаситесь терпением, потому что эффект может быть не тот, на который вы рассчитывали. Особенно если вам захочется как-то проявить больше свободы, изменить отношения, и выход вам покажется только один, запаситесь терпением. Потому что Венера-Уран — это у нас аспект разводов, аспект, когда хочется растратить очень много денег. Я же вам на этот август говорю, что нужно финансы сохранять. И вообще август — это месяц, который заточен на то, чтобы работать продуктивно. Хоть и совсем не захочется, да, ребят. Итак, у нас Венера в квадратуре с Ураном. Здесь, если будете запускать что-то новое, что-то интересное, хоть и уходящий лунный цикл, но получится, ребята, реально по-разному, да. Получится хорошо у рыб третьей декады, получится интересно, получится ярко, получится неординарно. Здесь Уран на вас будет влиять хорошо, я бы так сказала, да. Для рыб второй декады эта история сложится, я бы так сказала, не совсем так, как захочется, да. Для рыб первой декады будет сложноватый эффект, поэтому запаситесь терпением, не пылите в первую неделю августа. У нас еще на первой неделе с 4 августа у нас новолуние у нас во Льве. Хочется сказать, что классный, интересный, позитивный день, если бы не квадратура Урана, и если бы не следующий день, с 5 августа у нас, дорогие, на небе начинается ретроградный Меркурий. Ретроградный Меркурий продлится у нас аж до 28 августа. Плюсом еще, конечно же, в самом начале мы уже чувствуем этот период, как начинаем сбоить, начинаем ошибаться. Но история с ретроградным Меркурием до 15 августа ретромерк еще будет в Деве. И здесь мы такие более земные, более четкие, находим ошибки в своих же действиях, в документах, все вовремя исправляем.
И с 15 августа, конечно же, ретро-Мерк будет в квадратуре с Ураном и уже во Льве. И здесь захочется просто проявить себя, проявить на публику, проявить себя как-то по-новому, ярко и интересно, выйти на публику, поговорить, да. Но здесь, ребята, мы уже не такие четкие, не такие, я бы так сказала, внимательный, потому что Меркурий во Льве – это оратор, который заряжен током, потому что все-таки Уран – это у нас планета электричества, планета, которая отвечает за новые технологии, поэтому здесь, конечно, если вам захочется что-то новое внедрить, смотрите, по какой декаде рыб вы относитесь, потому что получится только хорошо и интересно у рыб третьей декады, первая и вторая декада, ребята, я бы сказала вам повременить и не запускать слишком дерзкие проекты. Хотя, естественно, оставляйте в комментариях свои данные. Если вам очень сильно хочется, интуиция вам подсказывает, что надо прямо сейчас дерзать, оставляйте свою дату, время, место рождения. Я посмотрю, возможно, вам и правда стоит начинать, потому что мы знаем, если вы рыбы, которые живете по своему Солнцу, тогда у вас, конечно же, интуиция будет штормить и говорить вам прямо сейчас делай, срочно надо внедрять. И да, идем дальше. Что касается ретроградного Меркурия на этот август, то здесь история связана с работой, конечно же, более четкая, продуктивная работа, которая связана с документами. Делайте ее до 15 августа. После 15 и до конца месяца лучше выходить на публику, лучше высказывать свое мнение, но у нас с 15 августа начинают складываться не совсем благоприятные события на небе, поэтому здесь с высказыванием своего мнения тоже необходимо быть аккуратно. То есть запустить какой-то новый проект получится неординарная у него, неоднозначная финальная история, да, то есть то, как это получится в итоге. Если вы, конечно же, не рыбы тонкой душевной организации, понимаете, что лучше любой эффект, чем никакого, тогда нормально. Если вы очень тонко относитесь к любому отхождению от темы, да, то есть к результату, то есть если вы еще не научились принимать даже негативный результат в свою сторону, тогда, конечно же, ребята, да, здесь нужно четко понимать, что результат может вообще не оправдать ваши ожидания. Естественно, вы уже все знаете, что у нас на небе сейчас идет ретроградный Сатурн и ретроградный Нептун. Да, эта вся история началась в конце июня, начале июля. И в августе эта история, конечно же, очень сильно разыграется. Ребята, у нас сначала, конечно же, мы все вольемся в ретроградный Меркурий. И с 13-14 августа у нас начинает складываться ретроградный Сатурн в оппозиции с Венерой. То есть здесь история того, что многие захотят потратить очень много денег, финансов, да. Очень многие захотят как-то вот вложиться во что-то, да. Аспект очень сложный на траты, аспект очень сложный на приход финансов в том числе, да. Потратить получится легко, потому что здесь еще Венера будет в квадратуре с Юпитером. Вообще у нас середина августа такая начинается очень непростая. И здесь, конечно же, захочется очень много действий резких произвести. Я же все-таки во второй половине августа советую энергию больше созидать. К тому же у нас уже с самого новолуния начал складываться аспект от соединения Марса с Юпитером, который находится сейчас как раз таки в Близнецах и делает, да, дорогие рыбы, второй декады квадратуру к вашему натальному Солнцу в транзитной карте. Здесь же еще подгребает Сатурн ретроградный к вашему Солнцу. Здесь история того, что многие вот эти события будут давить. Будет груз ответственности, тяжесть финансовой, при этом еще Юпитер, вот ощущение Юпитера, да, в соединении с Марсом. То есть этот аспект, если бы не было квадратуры к вашему транзитному Солнцу, да, к натальному Солнцу в транзитной карте, извиняюсь, то здесь была бы история того, что ну вот просто такое завышенное ожидание, там, я бы сказала, комплекс Наполеона, да, то есть хочется сделать столько много, такая очарованность, да.
Но Сатурн в соединении с Солнцем будет говорить: так, подожди, надо потрудиться, надо вложить все свои силы. Рыбы второй декады. Это для вас, ребята, максимально, я бы так сказала, такой сложный момент, период. Потом просто Юпитер откатится, укатится, и не будет столь великого напряжения, да, но это уже сентябрь. А сейчас в августе вот здесь завышенные ожидания, требования, и если при этом будет отсутствие продуктивных действий, согласно, ну, нацеленных на заработок, да, на того, что финансы увеличить, тогда конец августа будет сложнее, тяжелее. Уже на самом-то деле эта история почувствуется в полнолуние, которое случится 19 августа, 19-20 августа. Почему две даты? В одном полушарии 19, в другом это уже 20, да? Поэтому вот такая история. Полнолуние у нас в Водолее. Водолейское полнолуние всегда говорит о том, что нам хочется все бросить и уйти в закат, сказать: ребята, я устал, я ухожу. Но здесь запаситесь, пожалуйста, терпением, дорогие рыбы, этот момент времени. Я знаю, абсолютно не вашей энергии, не хочется столько много сил и усердия в это вкладывать. Рыбы первой декады с этой историей проходили и боролись в прошлом 2023 году. Сейчас пора рыб второй декады, рыбы третьей декады. Историю с Сатурном будут проходить в 2025 году. И здесь, ребята, да, конечно же, нужно понимать, что Сатурн не любимая ваша планета, но очень хорошо, если в вашей натальной карте она, пусть ретроградная, неважно, да, говорит о том, ретроградность, что вы имеете навыки этой планеты. Не очень вы любите ее использовать, но, ребята, иногда необходимо потрудиться ради будущих успехов и побед. Да? Отнеситесь к событию не так сложно, тяжело. Это лишь период времени, который необходимо потрудиться, провести продуктивно, не пылить, постараться не тратить, постараться не выяснять отношения со своей второй половинкой, потому что если у вас на это время суды, апелляция, выяснение юридических отношений, отношения в социальной жизни, в социальном статусе, тогда, конечно же, они у вас складываются 3 недели августа, вот это 2, 3 и 4. Самое сложное, конечно же, это 3 неделя августа, когда у нас полнолуние, да, то здесь, конечно же, постарайтесь не пылить, постарайтесь гордыню прибрать, постарайтесь трезво смотреть на истории и понимать, что если у вас образовалась какая-то задолженность финансовая или социальная, или перед другим человеком, лучше, конечно, заплатить по счетам, лучше, конечно же, вернуть долги, разрешить эту ситуацию, постараться не влезть дальше, потому что, влазя в те же самые юридические формальности в этот период, плюсом еще у нас и ретроградный Меркурий, да, и Сатурн в квадратуре с Юпитером, да, особенно люди, которые родились в 80-е, у вас этот аспект в натальной карте, он врожденный, то есть здесь история борьбы, постоянной борьбы социального статуса, потому что Юпитер и Сатурн это планеты социального статуса, когда хочется быть Наполеоном или наоборот очень скромным и аскетичным, мне вот ничего не надо, я лучше буду медленно, планомерно трудиться, но при этом Юпитер еще очень часто говорит: да подожди, можно в легкости, можно вот так вот на хайпе, через связи быстренько договориться. История сложится хорошо, если найдете золотую середину. Да, в борьбе двух этих планет нужно найти золотую середину, продуктивно тратить свои деньги, не набирать себе кармических долгов, потому что на таком тяжелом аспекте Сатурна набираются хорошо долги и очень тяжело и долго разрешаются ситуации. Поэтому да, дорогие, середина и конец августа будет вот такой. Но если подойти к ней четко, продуктивно и начать с мудростью решать ситуации и вопросы, тогда август закончится уже не таким сложным и тяжелым. И тогда уже у нас, скажу смело,
сложится, конечно же, и сентябрь будет другой, и октябрь будет другой, да, потому что все-таки у нас на сентябрь назначено еще тоже очень много ретроградности и смены. Но при этом, дорогие рыбы, идемте дальше. У нас после 25-26 хочется сказать, что будет история полегче чуточку, да, но все-таки до конца месяца мы живем на этой истории. Плюсом у нас в конце месяца еще меняет свой знак Венера. Она вот прям последние числа месяца, 30 августа, она переходит из знака Девы в Весы. Можно сказать, что как-то становится чуточку полегче, но здесь Венера будет в оппозиции с Нептуном. Конечно же, будут иллюзии насчет отношений, насчет финансов, но постарайтесь более трезво, еще раз вам скажу, смотреть в свой кошелек, понимать и осознавать, что для всех этот период будет не просто сложновато, он будет эмоционально сложноватый, поэтому да, все те, кто привык трудиться, будет хорошо. Ожидания и реальности, если вы уберете, будет хорошо. Для рыб третьей декады все-таки скажу, что иллюзорные моменты в отношениях будут складываться сложновато, то есть для вас любовная сфера в этом августе будет сложнее, чем, например, сфера работы, профессионализма, карьеры. Поэтому здесь, конечно же, я не скажу, что нужно все свои силы пустить только в работу. Конечно же, очень хорошие аспекты на работу, это рыбы третьей декады, да, но при этом эмоциональный фон, эмоциями нужно вытягивать любовную сферу, сферу отношений и постараться не тратить очень много денег на пустяки. Рыбы второй декады, вы почувствуете себя Наполеоном, таким классным, когда все получается, на деле будет все идти очень сложно. Да, вот этот оптимизм, он будет, конечно, зашкаливать, но чем трезвее вы будете смотреть на ситуацию, на работу, на финансы, на отношения в том числе, тем лучше будет складываться эта история. Рыбы первой декады у вас, конечно же, мои дорогие, история здесь с оптимизмом получше, с работой, с внедрением будет посложнее, поэтому здесь, конечно же, понимаете, что все-таки необходимо будет потрудиться, не внедряйте нечто нового, суперкреативного для того, чтобы потом не обалдеть от результата, который вам не очень-то понравится, поэтому все-таки здесь Уран, я не скажу, что будет очень на вас позитивно влиять, поэтому да, мои дорогие, рыбы первой декады, очень аккуратно с Ураном, очень аккуратно с эмоциями, с ощущением свободы, когда захочется уйти в закат. И тогда этот август пройдет для вас хорошо. Ребят, вроде бы рассказала про все, про всех. Если у вас остаются вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео. Естественно, самых активных, тем, кому очень сильно надо быстро и ускориться, жду на консультациях. Естественно, понимаете, что 80% событий зависит от того, как мы к этим событиям относимся. И если у вас на настоящий момент своей жизни уже есть какие-то вопросики к финансам и к работе, тогда август для вас создан для того, чтобы преодолеть этот момент застоя, для того, чтобы совершить этот квантовый скачок. Потому что все то, что относится к финансовой истории, если мы туда идем и вот прям работаем, трудимся, преодолеваем сложности, трудности, которые мы давным-давно решили закрыть, спрятать от себя и уйти в такие иллюзии, тогда у нас наоборот получается хорошо и активно. Если же мы ждем, пока рассосется само, как правило, не рассасывается, не получается. Поэтому, дорогие рыбы, здесь относитесь больше честно и продуктивно к своему августу, для того, чтобы он не сложился таким сложным и печальным, с разочарованием. Дорогие мои, я желаю, что август у вас не будет в надеждах, будет в реальности. Да? В конце по классике этого видео актуальные ролики, которые вы можете посмотреть, сориентироваться, принять верное решение. И я же вам желаю продуктивного месяца, для того, чтобы он сложился так, как хотите вы. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.